В этом видео приготовим 3 простых, но интересных блюда из самых обычных огурцов. Рецепты помогут взглянуть на этот овощ по-новому и разнообразят ваши будни. Измельчаем, режем и даже жарим. И будет очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Лето в самом разгаре, а это значит, что можно наконец-таки побаловать себя яркими овощными блюдами. Сегодня предлагаю взять банальные сезонные огурцы и приготовить из них 3 интересных и вкусных блюда. Продолжайте смотреть, и вам тоже будет очень вкусно. Начнем с разминки. Готовим супер зеленый салат. Очень полезно, вкусно и пикантно. Он напомнит вам малосольные огурцы, но нежный зеленый горошек и пряный порошок васаби сделают это блюдо нескучным. Список ингредиентов доступен на экране, а также продублирован под видео. По желанию порошок васаби вы можете заменить натертым на мелкой терке хреном или горчичным порошком. Первым делом нужно бланшировать горошек. Бросьте его в кипящую подсоленную воду, и когда вода закипит, откиньте горошек на сито, обдайте холодной водой, чтобы быстро охладить его и сохранить яркий цвет. Можно использовать как свежий, так и замороженный горошек. Теперь готовим заправку. Пропустите чеснок через пресс. Кстати, на моем канале есть 2 больших видео с разными салатными заправками. Целых 12 рецептов для нескучной еды. Ссылку для вас я оставлю в описании под видео. К чесноку добавьте сушеный укроп, порошок васаби, а также соль и перец. Влейте лимонный сок или натуральный уксус, у меня яблочный. Добавьте нерафинированное оливковое масло, оно очень ароматное. Перемешайте до однородности. Теперь нарежьте огурцы. Перед этим их нужно вымыть, обсушить, срезать попки и разрезать на 4 части, а затем порубить крупными кусочками размером 1–1,5 см. Отправляйте огурцы в глубокую миску. Порубите зеленый лук. Отправляйте лук к огурцам и туда же бланшированный зеленый горошек. Влейте заправку и перемешайте салат. Подавать его можно как сразу, так и через какое-то время. Настоявшись, его вкус становится более глубоким, а огурцы напоминают малосольные. Рецепт малосольный, кстати, тоже есть на моем канале, ссылку оставлю. После салата переходим к первому блюду. За ним отправляемся в Испанию, приготовим невероятно освежающий холодный суп гаспачо. Точнее, его вариацию – зеленый гаспачо из огурцов. Список ингредиентов на экране, а также в описании. Если вы любите холодные супы летом, напишите, какой любимый ваш. Может, я такое еще не пробовала? Чтобы купить спелый авокадо, достаточно его пощупать. А вот чтобы узнать, не испорчен ли он, загляните в пупочек. Он должен быть равномерно зеленым, без потемнений и без плесени. Ароматные травы можете брать любые на свой вкус. Я возьму петрушку и немного мяты для усиления ощущения свежести. Отлично впишется базилик. Кроме того, если сильные по вкусу травы вы не любите, отлично подойдет шпинат. Он добавит клетчатки, но вкус останется нейтральным. Также можно использовать какой-то подвявший салат или рукколу. Итак, все ингредиенты будем измельчать в блендере, поэтому для удобства и равномерного измельчения грубо их нарубим. Огурцы, петрушку, мяту. Один огурец отложите, его будем использовать для подачи. С мяты я снимаю листочки и буду использовать их, сама веточка слишком грубая. Разрежьте авокадо, нам потребуется половинка. Авокадо сделает гаспачо насыщеннее, приятнее по текстуре и, конечно же, питательнее. Отправляйте в блендер огурцы, зелень, авокадо и лед. Вы можете использовать как стационарный блендер, так и погружной. В случае с погружным лед использовать не стоит. Добавьте соль, перец и оливковое масло. Влейте кефир или сыворотку. Измельчите смесь до однородности. Для подачи огурец нарежьте тонкими пластинами при помощи ножа экономки. Будет очень красиво. Подавать гаспачо можно как в стакане, как напиток, но мне больше нравится по-нашему, в супной тарелке. Разлейте суп по тарелкам, уложите в каждую по несколько полосок огурца. Они не только красивые, но еще создадут текстуру. Сбрызните оливковым маслом и дополните по желанию сухариками. У меня из домашнего хлеба на закваске, который я подрумянила в тостере. Ну и горячее, точнее теплое, салат из огурцов с говядиной. Это мой фаворит в сегодняшней подборке. Яркий, пряный, с приятным азиатским акцентом благодаря имбирю и соевому соусу. Список ингредиентов на экране и под видео. Первым делом подготовьте огурцы. Они должны немного постоять перед добавлением в салат. Отрежьте у огурцов попки и нарежьте брусочками на 4 части вдоль, а затем на 2, если огурцы у вас такого же размера, как и у меня.
Отправляйте их в глубокую миску. Щедро посолите и добавьте мед. Перемешайте. Соль поможет огурцам выделить сок, а мед сбалансирует вкус всего блюда и сделает соус приятно вязким. Луковицу разрежьте надвое и нарежьте перьями. Сладкий перец нарежьте крупной соломкой, предварительно очистив и промыв его. Советую обратить внимание на соус ромеско на моем канале. Это очень насыщенный испанский соус на основе сладкого перца. И попробовав его однажды, уже невозможно забыть. Нарежьте соломкой говядину. Толщина кусочков около сантиметра. Разогрейте сковороду на сильном огне и влейте ложку масла. Работать будем все время с сильным огнем, это важно. Сперва необходимо обжарить мясо. Я делаю это в 2 приема, так мясо именно поджарится. Если отправить все мясо на сковороду сразу, оно резко опустит температуру поверхности и вместо обжарки начнет выпускать сок и тушиться. И лишь потом, когда сок выпарится, будет жариться. Из-за этого тонкие кусочки мяса в итоге получатся более жесткими. Помешивая, готовлю мясо в течение считанных минут, а затем убираю со сковороды и готовлю вторую половину. После обжарки мяса на сковороде остались вкусные кусочки. Влейте еще ложку масла и отправляйте в сковороду лук. Готовьте лук, помешивая, чтобы он собрал на себе все мясные остатки. Не нужно ждать, пока лук станет мягким, нам нужна быстрая обжарка. К луку отправьте нарезанный перец. Его и вовсе нужно только прогреть. Перемешайте, добавьте имбирь, острый соус и соевый соус. Вместо острого соуса можно использовать сухой перец чили. Перемешайте до равномерного распределения специй и отправляйте в сковороду огурцы, которые уже пустили немного сока. Сок также вылейте в сковороду. Соус будет активно выпариваться и густеть. Все происходит довольно быстро. При этом помешивайте салат. Когда соус станет вязковатым, верните в сковороду мясо. Перемешайте и выключите огонь. Подавайте теплый салат из огурцов сразу же, присыпав его кунжутом. Если любите пикантные блюда наподобие этого, на канале есть рецепт пряных кисло-сладких крылышек. Ссылку оставлю в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Если мой ролик вам понравился, ставьте палец вверх и делитесь в комментариях своими фаворитными блюдами из огурцов. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ничего вкусного. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».